Привет, рукодельницы! Сегодня у меня для вас выкройка летней юбки Мальта с двумя разрезами, которая будет на резинке. За основу юбки я взяла 1/8 юбки Солнца. Полотнище задней детали шире передней в 2 раза, а края боковых деталей по длине меньше середины на 2 см. Я их немного приподняла, чтобы края меньше вытягивались, так как они у нас идут по косой. Считаю, что 1/8 Солнца — это универсальная модель, которая шикарно смотрится на любой фигуре. Подчеркивает и стройнит силуэт, удлиняет ноги и очень так красиво, элегантно закладывает складки. Поэтому каждую выкройку я сделала в 2 вариантах для 2 длин – 90 и 100 см, включая пояс 4 см. Поэтому выбирайте сами, какая вам более симпатична. Припуски на швы выкройки даются по 0,7 см, то есть как раз на ширину лапки. И по сути из одной выкройки юбки Мальта вы можете сшить целых 4 варианта. Строго по выкройке, то есть 2 разрезами, без разрезов вообще. Можно оставить 1 разрез и сделать 1 или 2 разреза, но начинаться они будут где-то ниже колена. То есть столько вариантов, тут уже все на волю вашей фантазии. Выкройку можете легко сделать сами, а кому проще ее скачать, то ссылка будет внизу. Если ткани у вас на юбку еще нет, ставьте меня на паузу. Я вас подожду, пока вы сбегаете до магазина. И приступаем к пошиву. Но сначала расскажу про свою ткань. Почему она такая цветастая и какие плюсы есть именно у таких вот ярких цветных тканей для юбки. Покажу вам разные примеры цветастых юбок. Фасоны разные, но суть примерно одна, чтобы вдохновить вас именно шить такую юбку, которую можно комбинировать с разными верхами, с разными аксессуарами. Главное правило цветных ярких юбок, что если юбка у вас каким-то принтом цветастая, то все остальное, то есть верх, аксессуары, обувь, все уже должно быть однотонным. Основные плюсы цветастых юбок, которые я выделяю, можете, кстати, дополнить в комментариях, если я что-то упустила. Так вот, для меня первое — это то, что они скрывают помятость ткани. Можно смело брать такую юбку с собой в отпуск, даже если нет утюга. Складки, заломы, вот эта вот вся помятость, она будет не так сильно бросаться в глаза именно на принтованной ткани. Следующий плюс — это то, что такая юбка скрывает пятна. Еще один плюс — то, что такая цветная юбка, она вам простит огрехи шитья. Неровную строчку никто не увидит на таком принте. И еще один плюс, который я начала, это с такой юбкой можно сделать кучу комплектов. Только менять верх, аксессуары, сумки, украшения, и все. Практически получается каждый раз какой-то новый наряд, хотя юбка одна и та же. И еще один важный плюс ярких юбок в том, что они реально привлекают внимание. Если вам нужны новые знакомства, яркие впечатления, то такая яркая цветная юбка, она этому поспособствует. Я проверяла. И начинаем. Я уже успела переодеться в свое удобное домашнее платье и распечатала выкройку. На первой странице выкройки дается общая информация, в том числе и сколько ткани нужно. Я брала 2,3 метра на длину 100 сантиметров. Эту первую страницу можно не распечатывать, а информацию посмотреть с монитора. Обязательно распечатайте сначала только вторую страницу и замерьте тестовый квадрат. Он должен быть 4 на 4 сантиметра. Расположение страниц, их порядок тоже есть на первой странице. Можете сначала заглянуть туда, чтобы понять, как складывать листы выкроек. Они у нас должны состыковываться по ромбикам, которые видите по краям листа. Чтобы их лучше состыковать, да и вообще, чтобы их состыковать, я срезаю лишние части. Либо это снизу справа, либо сверху слева. Теперь собираю выкройку, склеивая листы на скотч. Выкройки даются 2 обтачки низа, которые не обязательно можете просто подогнуть край, но я буду делать именно с обтачками, потому что так складки, фалды юбки будут смотреться более красиво, элегантно, ну и стильно. Сначала вырезаю на ткани деталь заднего полотнища. На выкройке деталь заднего полотнища совмещает в себе и переднее, поэтому сначала выкраиваем заднее полотнище, а потом, отрезав на выкройке лишнее и оставив переднее полотнище, вырезаем его.
Дальше вырезаю деталь пояса и обтачек. Вот столько ткани у меня еще осталось, и это, наверное, будет следующая моя модель нового какого-нибудь летнего либо сарафанчика, либо, может быть, шорты. В общем, посмотрим. Теперь приступаю к шитью, и первый шаг я буду обрабатывать низ наших полотнищ обтачками. Здесь все просто. Для начала определяем середины, четвертинки наших и обтачки, и полотнищ, складываем все вместе лицом к лицу и стачиваем. Из получившихся швов я срезаю примерно середину, чтобы избавиться от излишков. Теперь заутюживаю обтачки на сторону юбки. Сажусь за оверлок и сразу обрабатываю все и боковые, и нижний срез нашей обтачки по каждой детали. Причем для обработки боковых срезов я устанавливаю дифференциал примерно на единичку. Это для того, чтобы подсобрать наши боковые срезы, потому что они идут по косой и растягиваются чуть-чуть. Далее подгибаю края, заутюживаю их и прострачиваю на машинке. После еще раз прохожусь утюгом. Теперь собираю вместе передние и задние полотнища. Нам их нужно сострочить так, чтобы оставался запах 2 см. Для этого на переднем полотнище я отмеряю 2 см, помечаю это все мелком. Теперь прикладываю заднее полотнище к помеченной линии и скалываю иголками. Пришивать буду по шву подгибки. Дважды прохожусь строчкой по линии разреза. Следующий шаг — обрабатываем пояс. Складываем вдвое и заутюживаем. Сшиваю пояс в кольцо, но оставляю небольшое отверстие для резинки, как показано на рисунке. Швы заутюживаю в разные стороны. А теперь мне нужно пришить пояс к юбке. Для этого сначала нахожу серединки, четвертинки и пояса, и юбки. Все это скалываю иголками и прострачиваю на машинке. Срез обрабатываю оверлоком. И заутюживаю его на сторону юбки.
Теперь отмеряю нужную длину резинки. Я обычно беру свой текущий объем талии и отрезаю пару сантиметров. Продеваю резинку в пояс юбки старым бабушкиным способом, просто использую булавку. Хвостики резинки накладываю друг на друга и мелким зигзагом прошиваю по периметру пересечения. После распределяю резинку равномерно по поясу. И для того, чтобы резинка внутри у нас не перекручивалась, я ее буду фиксировать по середине задней детали и середине передней. Такой способ еще даст мне свободу регулирования ширины задней и передней детали. Так как пояс у нас на резинке, я могу немножко собирать или наоборот отпускать резинку и делать тем самым разрезы либо ближе, либо дальше друг от друга. Следующим шагом я вручную зашиваю нашу дырочку, в которую продевали резинку. Ну вот и все, наша юбка готова. Ну что ж, юбка получилась легкая, летняя, праздничная. В ней невозможно остаться незамеченной. Плюс эффект того, что вроде бы как вы в длинной юбке, но ноги ваши временами открыты. А открытость ваших ног уже будет определять ветер. Надеюсь, это видео и выкройка были для вас полезны. Как всегда, большое спасибо за просмотр, что были со мной. Всем пока-пока!